Привет! В этом видео расскажу о 10 причинах воспаления. В чем же опасность воспаления? Во-первых, рак имеет свойство мигрировать в область воспаления. Это во-первых. Также при воспалении возникает иммунная реакция с гистаминами. Слишком много гистамина в организме вызывает утомление. Вы будете уставшим, у вас будет слизь, заложенность и усталость. Есть способы уменьшить воспаление, но сначала нужно определить причины. Давайте рассмотрим возможные причины. Первая — пищевая аллергия. Это самое очевидное. Когда вы едите то, на что у вас аллергия, начинается воспаление, обычно в кишечнике, в тонком или толстом кишечнике. Одни части организма могут иметь на что-то аллергию, а другие части — нет. Интересно, правда? Например, у нижнего отдела тонкой кишки может быть аллергия на глютен, и это может вызвать язву, раздражение или даже воспаление. И развивается колит, дивертикулит, все, что заканчивается на «ит» — это воспаление. Классические аллергены — это молочка, орехи, например, арахис. Это самые распространенные аллергены. В целом они просто вызывают сильное воспаление. Далее, инсулинорезистентность. При ней будет больше воспалений. Тело будет как бы деревянное, будут боли в суставах. Инсулинорезистентность появляется из-за сахара. Сахар тесно связан с воспалением. И речь не просто об обычном сахаре, но и обо всех скрытых сахарах в соке, хлебе, макаронах, хлопьях, подсластителях. Все это может вызывать воспаление. Я заострю на этом внимание, потому что это самая распространенная причина воспаления. И стоит лишь поменять диету, воспаление проходит. Лет в 20 у меня были серьезные воспаления всех суставов в спине и в руках. И у меня была инсулинорезистентность. Из-за нее у меня и были воспаления. Чего я только не испробовал, но все напрасно, потому что я вообще не думал о питании. Так что питание нужно изменить. Далее, кортизол. Обычно противовоспалительный гормон. Это гормон надпочечников. Он вырабатывается наружным слоем надпочечников и теоретически должен избавлять от воспаления. Но когда кортизола мало, допустим, есть резистентность к кортизолу, и где-то в организме он низкий, а где-то высокий, или он вообще не вырабатывается из-за усталости надпочечников, может развиться воспаление. Болезнь Аддисона — это надпочечная недостаточность, когда воспаление в организме повсюду. У Джона Кеннеди это было. Приходится принимать стероиды. Что это такое? Например, преднизон. В общем-то, это синтетический кортизол. Любое состояние, при котором применяется мазь кортизон, инъекции кортизола, преднизон — это в действительности слабые надпочечники. Существует очень много воспалительных состояний, от аутоиммунных заболеваний до проблем с кожей, ожогов ядовитым плющом, артрита. И все они в основном связаны с низким уровнем кортизола. Если у вас такое состояние, я оставлю ссылки по всем этим состояниям, но при низком кортизоле нужно укрепить надпочечники. Кстати, лакрица — хорошая замена натуральному кортизолу. Не конфеты, а именно экстракт лакрицы. Но определенно есть тесная связь между кортизолом и воспалительным состоянием. Далее, старые травмы. Если есть старая травма, будь то растяжение лодыжки, ушиб копчика, перелом, как у меня. За всю жизнь у меня было очень много травм, и они никуда не уходят. Сустав воспаляется, теряет подвижность, потому что он был поврежден, и там нарушено кровообращение. У меня много роликов о том, что с этим делать. Но если вы соблюдаете интервальное голодание, можно значительно уменьшить воспаление даже от старых травм. Об этом важно знать. Люди думают, что это было в прошлом, что все зажило. Но нет, воспаление никуда не девается. Инфекция. Возникает воспаление, потому что это реакция иммунной системы, которая атакует инородные элементы. У многих людей есть дрожжи, кандида или вирусы.
в определенных частях тела, бактериальные инфекции и чрезмерный рост недружественных бактерий, болезнь Лайма. Все эти различные инфекции, которые могут возникать в организме даже из-за поврежденного зуба, из которого бактерии проникают в систему, даже в сердце. Могут возникать разные воспаления в разных частях тела. Есть очень маленький микроб, называемый нанобактерия, который использует для своей защиты своего рода панцирь из кальция. И поэтому очень трудно убить этот микроб, потому что он серьезно защищен. И эти маленькие нанобактерии распространяют инфекцию в организме и создают воспаление, проблемы с почками, сердцем, зубные камни. Инфекция распространяется, но с этим также можно бороться. Одно из средств, позволяющих растворить оболочку, называется ЭДТА. Это хелатор, он удаляет оболочку. Затем нужно принять природный антибиотик. Поэтому при таком воспалительном состоянии я всегда рекомендую травяные антибиотики. Гвоздика очень помогает, орегано тоже. Тимьян очень хорош. Можете взять чеснок. Но очень важно начать очищать организм от старой инфекции. И, конечно, избегайте сахара, который ее питает. Инфекция — очень распространенная причина воспаления. Но это также скрытая инфекция. Ее тяжело выявить. Скрытая инфекция. Но вы сразу заметите усталость. У вас будет усталость. Оксиданты. Это может быть что угодно, от слишком большого количества сахара до алкоголя и фастфуда. Хочу также упомянуть свободное железо. Свободное железо очень агрессивно, создает окисление в организме, разрушая его. Оно попадает в мозг и разрушает, окисляет его. Оно окисляет артерии и, в общем-то, создает эффект ржавчины. И тогда организму нужно восстанавливать ткани с помощью кальция и холестерина. Это называется бляшки. Они образовываются в мозгу, в сердце, в других местах. Оксиданты могут создавать воспаление, потому что происходит иммунная реакция. Кстати, микробы, и хорошие, и плохие, едят железо. И поэтому, когда развивается воспаление, организм начинает прятать и выводить железо в качестве защитного механизма, чтобы патогены, плохие бактерии, не могли им питаться. И резко может возникнуть дефицит железа и даже анемия. Всякий раз, когда у вас слишком много железа, будет больше инфекций, больше оксидантов и больше проблем. Откуда берется это лишнее железо? Во-первых, из добавок. Есть очень низкокачественные добавки, которые содержат железо, но это неправильный тип железа. Правильный тип содержится в экстракте печени травяного откорма. Он есть в таблетках. Или есть экстракт селезенки, он даже лучше. У вас будет достаточно правильного железа. Оно связано с белком. Это не свободное железо, не элементарное. Избегайте такого железа. Оно содержится в популярных синтетических витаминах. Я их не советую. Также оно есть в пшеничных продуктах, которые обогащены железом. Съев их, вы будете чувствовать тяжесть. В Европе так не делают, только в Америке. Вот вам и Америка. Железо очень агрессивно, очень вредно, может создать много проблем в организме. Алкоголь, само собой, а также фастфуд нанесут вред организму и вызовут воспаление. Я сам через это прошел. Я жил на фастфуде, пил алкоголь и удивлялся, откуда же у меня воспаление. Когда печень повреждена, будет много воспалений. Жирные кислоты омега-6, соевые и кукурузные масла вызывают воспаление. Это ГМО, они вызывают воспаление. Не стоит употреблять эти масла. В сырых орехах и сырых семенах есть ингибиторы ферментов. Они могут вызывать проблемы с пищеварением, особенно с желчным пузырем. Если потреблять слишком много орехов, особенно непророщенных, если их не замачивали в воде на ночь, а затем не промывали и не высушивали, у вас будет больше раздражения и воспаления в организме. У некоторых, не у всех, но это может быть проблемой. Я добавил как причину желчный пузырь, потому что на эту тему почти нет исследований. Это мой личный 30-летний опыт работы со многими людьми, десятками тысяч людей. Часто бывает застой желчи по разным причинам.
Возможно, от нездоровой еды или сахара, но желчный пузырь опухает. Там происходит застой, вырабатывается мало желчи. Кишечник вздувается и воспаляется. И желудок воспаляется от этого во время еды. Также проблемы с кортизолом могут быть причиной воспаления кишечника, особенно если утром живот плоский, а ночью становится больше. Но дело в том, что проблема с желчным пузырем вызовет не только отек и воспаление в пищеварительном тракте и в самом желчном, но боль будет отдавать в правое плечо, шею и лопатку. Все воспаление в этой стороне идет от желчного пузыря. Это не редкость, совсем не редкость. Чтобы проверить, нажмите справа под грудной клеткой, помассируйте эту область в течение 2 минут, и все прошло. Теперь вы знаете, что нужно что-то делать с этой проблемой. Вероятно, изменить диету, это может помочь. Это был краткий обзор всех возможных причин, ведущих к воспалению. Надеюсь, это помогло. И напишите внизу, что вы думаете об этом видео. Спасибо за просмотр. Очень многие люди сильно нуждаются в этой информации, поэтому нажмите на кнопку «Поделиться» и давайте распространим это видео.